Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня предновогоднее видео. Я специально его буду публиковать за сутки до Нового года, чтобы вы успели его посмотреть и получили такой заряд новогоднего настроения. У меня здесь на фоне идут виды новогодней Москвы, там, где я побывала за один день, там кое-где, где-то муж снимал мне, но даже где бы то ни было, в любых местах, на любой станции метро, на любой улице, или елка нарядная, или вот такие вот красивые декорации новогодние, или ледяные скульптуры. У меня дальше будет просто фоном как бы видеоряд. А я хотела вам сказать, как я вам благодарна за то, что вы все эти годы со мной, за то, что вы подписались, за то, что вы смотрите, за то, что вы своими комментариями поддерживаете меня в моих творческих проектах и экспериментах. Я очень рада, что на моем канале собралось столько много единомышленников, потому что я занимаюсь самым разным рукоделием, и вышивкой, и лоскутным шитьем, и пытаюсь пробовать и крючком что-то плести. Я еще надеюсь освоить валяние из шерсти, потому что у меня же собака, и у меня много собачьей шерсти собирается, когда она линяет. Я интересуюсь самыми разными видами творчества, того, что сделано своими руками. И у меня на канале собралось такое творческое сообщество. Мы друг другу помогаем советами в комментариях, что-то подсказываем. Это большая радость, большое счастье и везение, что люди не только из одной страны, а из разных стран могут обмениваться идеями своими, творческими проектами, совершенно новыми решениями давно, казалось бы, известных и уже решенных задач. Я очень рада, что мы вместе. И я от всей души хочу пожелать своим подписчикам и гостям канала, которые потенциальные мои подписчики, самого главного – это, конечно же, здоровье. Не забывайте принимать свои лекарства, не забывайте принимать витамины для поддержания иммунитета. По возможности делайте по утрам зарядку и как можно больше проводите времени на свежем воздухе. Это будет отличной профилактикой. А когда есть здоровье, то появляется и вдохновение, и желание что-то сделать своими руками, творить и радовать и себя, и окружающих своими творческими работами. Не забудьте отдохнуть после новогодних праздников, потому что потом еще немножко и начнется дачный сезон. Я думаю, что январь – прекрасное время для того, чтобы сходить на какие-то экскурсии, в театр, на концерт какого-нибудь любимого артиста. Лично я планирую воспользоваться всеми своими советами. В январе у меня будет перерыв в длинных видео. Я в любом случае вас не оставлю. У меня уже подготовлена серия коротеньких роликов. Наверное, по 2 раза в неделю будет в январе выходить. Еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Будьте счастливы и не забывайте, что это год зеленой змеи, а не зеленого змея.